Всем привет! Сегодня поговорим про куклу Аннабель, в которой когда-то находился демонический дух, и она терроризировала людей. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Эта история началась, когда Донна получила Аннабель в подарок от своей матери в 1970 году. Старинная изношенная кукла по имени Энни была куплена в обычном магазине всяких мелочей. Донна в то время была студенткой колледжа и готовилась получить высшее медицинское образование. Девушка на тот момент проживала в крошечной квартире со своей соседкой по комнате Энджи. Донна была рада маминому подарку и поместила куклу у себя на кровати в качестве украшения. Первые несколько дней было все хорошо. В один день девушки вернулись домой и увидели, что кукла сменила позу, при том, что ее никто не трогал. Подруги специально начали запоминать, в какой позе они оставляли куклу, и, приходя домой, наблюдали то, что поза снова поменялась. К примеру, куклу застали стоящей на карачках. Но когда девушки предприняли попытку поставить куклу в другую позу, у них это не вышло, ведь ноги тряпичной Аннабель просто не слушались. Еще более странные вещи начали происходить, когда стали обнаруживаться записки, написанные неровным детским почерком. Самое удивительное, что у них в доме никогда не было никакой бумаги. Подруги решили, что кто-то в их отсутствии проникает в дом и пытается их напугать. Возможно, кто-то из друзей. Поймать незваного гостя – дело непростое. Пришлось заклеить окна, расставить вещи по квартире, так, чтобы их было невозможно сдвинуть. А на полу была рассыпана мука. Настал вечер. Девушки вновь вернулись домой и обнаружили, что ловушки остались нетронутыми. А кукла была в другой позе, и на столе лежала новая записка. Здесь-то им и стало все понятно. Причина кроется не вовне, а внутри дома. Как правило, подобные куклы питаются страхом тех, кто им владеет. И заметив это, Аннабель стала вести себя еще более вызывающе. Дальше было только хуже. Уже в следующие разы девушки нашли куклу с красными руками. После этого было заключение от девушек. В кукле сидит злая сила. Но один из кульминационных моментов было то, что прямо у них на глазах ваза поднялась в воздух и упала на пол. И вот этот момент оказался крайней каплей. Поскольку решить проблему без экстрасенсорных способностей было невозможно, то для изгнания темной силы был приглашен человек, который в этом понимал достаточно много. Специалист исследовал дом и сообщил о том, что на этом месте стоял раньше особняк, в котором жила девочка по имени Аннабель. Но в 7-летнем возрасте она умерла, а дух ее так и не обрел покоя. Поговорив с духом Аннабель, он понял, что она желает вселиться в ту самую куклу, но никак не может этого сделать. Также Аннабель обратилась к специалисту и сообщила о том, что желает остаться в этом доме. Полученная информация их успокоила, и девушки решили позволить духу жить в квартире дальше. И вот именно тогда у куклы появилось имя. Крайне редко к девушкам приходил знакомый по имени Лу, будущий жених Энджи, который, как только увидел куклу, сразу начал относиться к ней с отвращением. Как оказалось, вызов духа – это призыв к его активации в доме. И после такого сеанса злой дух начинает выбирать себе жертву и давить на нее. Аннабель сразу поняла, кто будет жертвой, и теперь у Лу началась трудная жизнь. Сначала ему снились кошмары, от которых он просыпался в холодном поту, а после произошла неприятная ситуация. В тот день, когда Донны не было дома, и там были только Лу и Энджи, вдруг был услышан шум из комнаты Донны. Лу сразу понял, что это грабители, и решил быстро вбежать туда. Но спустя мгновение он начал очень громко кричать. Тут к нему вбежала Энджи, которая увидела, что его рубашка была пропитана красной жидкостью. Но при этом в комнате никого не было, кроме Аннабель, которая вновь сменила позу и валялась на полу. Паника и ужас охватил и Лу, и Энджи. Каким образом и кто нанес ему ранение? Было непонятно, и тут наступила самая последняя стадия отчаяния. Ведь еще чуть-чуть и могла бы наступить чья-то смерть. Этот ужасающий случай заставил обратиться к супружеской паре Уорренов, которые занимаются расследованием паранормальных явлений.
Уорренов, в свою очередь, заинтересовал данный случай, и они напрямую обратились к Донне. Обыкновенные заблудшие души не способны вселиться в куклу, и на это способен только демон или зловещий дух, который не являлся когда-то человеком. Именно данный демон управлял куклой и создавал видимость маленькой девочки. Исходя из слов Уорренов, демон концентрировался на слабых сторонах девушек и атаковал именно в них. Он поедал их энергию, тем самым заставляя чувствовать себя слабыми. Уоррены объяснили, что еще 2-3 недели нахождения демона в их квартире могли привести к трагическим последствиям. Конец расследования для Уорренов закончился на положительной ноте, ведь они получили официальное разрешение от церкви на изгнание демона. Далее священник выполнил свою работу по экзорцизму в квартире, а затем Донна и ее подруга попросили Уорренов забрать куклу с собой, дабы навсегда избавиться от демона. Так они и поступили, но по пути домой возникли проблемы. Допустим, автомобиль, на котором они ехали, начал ломаться. Обороты падали, а тормоза периодически выходили из строя. Тогда Эд открыл сумку, окропил куклу святой водой, и демон успокоился. По приезду Уоррена в пункт назначения, они обратились к католическому священнику, который должен был изгнать демона из куклы. Но священник не воспринимал эту просьбу всерьез, говоря, что это просто кукла, и она не может сделать ничего плохого. Но с горем пополам обряд он все-таки провел. Неверие было главной ошибкой, ведь по пути домой тормоза машины священника отказали, и машина попала в ДТП. Но, к счастью, он остался жив. После всего для куклы был построен специальный защитный короб, из которого она не сможет выбраться или передвигаться. С того времени прошли долгие годы, и Уоррены успели открыть музей оккультных наук, в котором Аннабель теперь является самым почетным гостем. Она продолжает сидеть в своем стеклянном коробе с табличкой «Не открывать». Данная мера предосторожности все еще актуальна для куклы, поскольку Уорренам так и не удалось до конца избавиться от присутствия темных сил. Ходят слухи о том, что посетитель, который пытался издеваться или дразнить куклу, то после этого попадал в страшные ситуации, которые изрядно испортили ему жизнь. Один человек приехал в оккультный музей на мотоцикле со своей девушкой на экскурсию. Пока Эд Уоррен проводил экскурсию, молодой человек начал издеваться над куклой и при этом подбежал и начал стучать по стеклу футляра. Он предложил кукле поцарапать его, как предположительно в прошлом это произошло с человеком по имени Лу. Эд выгнал молодого человека из музея. Примерно через 3 часа молодой человек погиб, потеряв контроль над мотоциклом. Девушка выжила, но оставалась в больнице больше года. Уже в 2006 году, когда Эд покинул этот мир, Лоррейн осталась одна. И хотя женщине уже было далеко за 80 лет, она продолжала содержать музей в одиночку. Она говорила о том, что даже сейчас, спустя много лет, Аннабель удавалось менять позу прямо в витрине. А самое страшное, что кукла периодически приходила во снах к Лоррейн и внушала ей мысли о ее кончине. Осознание того, что эта кукла вновь активизировалась и желает творить зло, ей пришлось закрыть музей до того момента, пока каким-то образом не удастся утихомирить Аннабель. По истории, о которой вы только что услышали, был снят не один фильм. Режиссеры были вдохновлены тем, что они услышали из уст Уорренов, и то, как все происходило. Вышло 3 фильма: «Проклятие Аннабель», «Проклятие Аннабель. Зарождение зла» и «Проклятие Аннабель 3». То, что кукла существует, это факт, и ранее даже любой желающий мог бы посетить данный музей. Однако попасть сейчас в музей не представляет возможности для обычного человека. Там проводятся исключительно закрытые посещения для отдельных групп лиц. Если у куклы есть такая глубокая история, которая вылилась в то, что были сняты несколько фильмов, значит, в этой истории присутствует доля правды. Но как это обычно получается, именно мы не присутствовали там лично и не можем утверждать, правда это или нет. Поэтому, как обычно, верить или нет – выбор каждого. Вот такая вот история. Огромное спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и помните, что не все в этом мире поддается объяснению. Пока.